Дэн, Так, ну и что мы делаем? Друзья, сегодня на эфире мы будем рассматривать глобальную тему очень актуальную на сегодняшний день, и это тема распад Советского Союза. Актуальна она, вы сами догадаетесь почему, потому что это не первая и, надеюсь, не последняя империя, которая распадется. И с нами наш историк Михаил Сычев. Миша, пожалуйста, врывайтесь и начинайте нам рассказывать, а мы будем задавать вам вопросы по ходу эфира. И одну Конечно, к минутку. вопросам я... Прежде чем мы начнем, пожалуйста, лайкайте, подписывайтесь на оба канала, канал Медоедов и канал Елены Кистрица. Не забывайте подписываться на спонсорство, ну или хотя бы просто лайкайте, это поможет нам поднять это видео в алгоритмах YouTube. И я буду сегодня немножко нестандартно, я буду вот так с телефона читать чат, потому что у нас так сегодня техника, что только с телефона я могу. Поэтому не удивляйтесь, когда что я воткнулась в телефон, это я вас читаю. Пожалуйста, Миша. Спасибо. И я очень надеюсь, что будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. А пока приступим. Итак, мы в прошлый раз говорили о распаде Российской империи. Советский Союз изначально не воспринимался как наследник вот этой империи. Изначально он был абсолютно новым государством. Вот полностью. Даже герб его, посмотрим на его герб, пожалуйста, первую картинку. Недаром изображает серп и молот над всей землей. То есть предполагалось, что вся земля станет таким единым социалистическим государством. Это предполагалось по идее марксистской революции. Социалистическая революция должна стать мировой. Поэтому весь земной шар, поэтому лозунги пролетарии всех стран соединяйтесь на самых разных языках мира. И, в принципе, ничего не было бы необычного, если бы в состав Советского Союза приняли и Венесуэльскую Советскую Социалистическую Республику. А почему нет? И чилийскую тоже. То есть никакого наследия Российской империи не предполагалось. Но при Сталине стали переходить именно на эти рельсы. При Сталине стали вспоминать вот это вот имперское прошлое, начиная от архитектурного стиля, вот этот сталинский вампир такой, до наград. Если в начале был пантеон героев, который предполагал прежде всего борьбу за освобождение, это и Спартак, это Робеспьер и многие другие, то уже в 30-е годы пантеон героев формировался из деятелей русской истории, пусть даже крепостников. Один из главных орденов, пожалуйста, вторую картинку, это орден Суворова, собственно. Но это бы еще туда-сюда. То есть, да, отказались от того, что делал Советский Союз сильнее, вернулись к состоянию империи. Империи в 20 веке распадались, но почему распалась империя именно советская? Достаточно большую роль здесь сыграл Израиль, как это ни странно. Дело в том, что вначале Израиль казался пошедшим по социалистическому пути развития. Эти кибуцы были похожи на колхозы. Там было очень много выходцев в Израиле из Российской империи, причем именно социалистов, выходцев из Российской империи. И Советский Союз очень много усилий дипломатических и не только приложил к тому, чтобы Израиль вообще существовал. И тут Израиль взял и пошел по капиталистическому пути развития, не вошел в социалистический лагерь. Поэтому возникает кампания против Израиля, в конце 40-х возникает кампания против безродных.
безродного космополитизма и низкопоклонства перед Западом. Значит, эта программа фактически антисемитская. То есть в стране, недавно победившей фашизм, начинается свой антисемитизм, вернее, не начинается, а во многом продолжается, потому что дореволюционная традиция антисемитизма, дореволюционная традиция черных сотен, она вполне себе была, она никуда не делась. И вот только-только, да, мировоззрение меняется лет через 50, только-только можно было надеяться, что вот эти вот дореволюционные привычки уйдут. Нет, их возродили заново. А преследовать евреев было довольно-таки просто, потому что в советском паспорте была пятая графа, так называемая, то есть графа о национальности. Поэтому нет, были, конечно, расхождения между национальностью и внешностью, и было выражение, извините за немножко некорректное, бить будут не по паспорту, а по лицу. Но все-таки в основном смотрели на такую паспортную национальность. В любом случае национальность выделить было просто. И ладно бы бытовой антисемитизм. Это мерзкое явление, оно не должно возникнуть, но оно не так бы сильно повредило государственности, оно не так бы сильно повредило империи. Однако возникла ситуация, когда евреев изгоняют отовсюду и со всех сколько-нибудь значительных должностей. Прежде всего с должностей государственных. Остались они только в ядерной физике, потому что там нужно было дело делать, а именно ядерную бомбу, а не идеологией заниматься. Всюду, где можно было хоть чуть-чуть заниматься идеологией, отовсюду тех, у кого в графе в паспорте было написано еврей, отовсюду их изгоняли. Соответственно, появился сам принцип подбора кадров по национальному признаку. До этого такого принципа не было. Единственное, что в национальные республики направляли иногда уроженцев этих республик. Это процесс белорусизации, украинизации, всего такого, которые были в 20-е годы. Здесь появился принцип, что какие-то нации достойны для того, чтобы руководить в Советском Союзе, какие-то нации недостойны. Принцип достаточно опасный. И, казалось бы, кампания против безродного космополитизма закончилась в конце сталинской эпохи. Но принцип этот, собственно, остался. Потому что после Сталина был нарушен еще один сталинский принцип формирования кадров. Как было при Сталине? Знаменитый Брежнев, да, он вначале писал в графе национальность украинец, потом стал писать русский, это, собственно, не столь важно, он из Днепропетровска. Потом он поруководил Молдавской СССР, потом он поруководил еще и Казахстаном, потом он пошел на работу в Москве. То есть кадры кидали туда-сюда, кадры кидали между республиками, для того, чтобы эти кадры не пустили корни, для того, чтобы ни один глава республики не превратился в такого удельного князька, чтобы он не превратился в какого-то такого воеводу, который там сидит и делает, что хочет. Но это сохраняло государство, но это не нравилось местным чиновникам. Когда работаешь с человеком долгие годы, хотелось бы, чтобы этот человек, родной, любимый руководитель, и продолжил руководить. Он был каким-нибудь там вторым секретарем, чтобы он стал первым секретарем, а не чтобы первого секретаря присылали откуда-то не пойми откуда, из какой-нибудь другой республики. И после смерти Сталина, для того, чтобы заручиться поддержкой партийной элиты, пошли навстречу вот этой самой руководители, начиная еще с Берии, а потом те люди, которые расстреляли Берию и взяли власть в свои руки. Там была долгая борьба, она закончилась победой Хрущева, но до победы ему нужно было еще дойти. Они закрепили вот этот вот принцип, то есть в республиках стали руководить тем, кто практически всю карьеру проходил в этих самых республиках. Очень хороший пример Беларусь, которую возглавляли те, кто в этой Беларуси партизанил. Вначале один руководитель, потом бессменный Машеров. Все вот они там были. Вначале Мазуров, потом Машеров, но, скажем, не Громыко. Да? Почему я вспомнил Беларусь? Не только потому, что я
сам белорус, но и потому, что в руководстве СССР был надежный партиец Андрей Громыко, белорус по национальности, выросший в белорусской деревне. Но он достаточно быстро попал в Москву, он достаточно быстро попал в центральный аппарат управления. Казалось бы, его надежнее было послать на место в республику, но местной элите он был бы чужим. На местной партии, с которой он давно не работал, он воспринимался бы как присланный из центра варяг. Вот этого стали избегать, поэтому назначили вначале Мазурова, потом Машерова, тех, кто все вот эти вот ступени партийной карьеры проходил на месте, проходил в самой республике. И вот это на самом деле было довольно-таки опасно. Дальше. Ненависть к евреям, казалось бы, они уже забыли немножечко, получила новую мотивацию. А именно иммиграцию 70-х годов. Ну, строго говоря, иммиграция пошла с 69-го, разрешена иммиграция в Израиль. В Советском Союзе это была вообще большая привилегия. Там заграничная поездка, даже туристическая, это была награда, которую нужно было еще заслужить. А к 69 году было уже понятно, что жить за границей лучше, чем в Советском Союзе, и иммигрировать где-то тайно, где-то явно мечтала, ну, пожалуй, что большая часть населения. И тут вдруг евреям по национальности, просто вот по вот этой их пятой графе, можно уехать из Советского Союза навсегда. Этой мечтой очень многие воспользовались. Когда разрешали, Андропов, руководитель КГБ, говорил, что поедут, докладывал прям Брежневу, прошу прощения, тому самому, что поедут дедушки из местечек. То есть вот эти вот все дореволюционные, которые еще помнят времена до советской власти, от которых родственники еще уезжали в Израиль, вот они поедут к своим родственникам, ну то есть 70 и больше лет. А поехали люди среднего возраста, специалисты с высшим образованием, с семьями, потому что они достигли определенного потолка в Советском Союзе, и выше они пробиться не могут. Достигли определенного карьерного успеха, материального успеха это не за собой не повлекло, то есть жизнь все равно тяжелая. И так далее, и так далее. И у других же точно так же. Да? То есть другие специалисты, 40-летние, они живут приблизительно так же. Как следует из анекдота, у советского инженера в голове тушенка, в животе планы. А должно быть наоборот. У всех так было, только евреям разрешалось ехать. Это вызвало еще одну волну бытового антисемитизма. Потому что как это им, за что вот это им такое? По отношению к тем, кто остается, по отношению к тем, кто пытается уехать, из-за этого бытового антисемитизма их пытались не пускать, ну и кроме того, из-за советских установок, понятное дело. Поэтому в рядах КПСС сложилась так называемая русская партия. То есть партия в каком смысле? КПСС это коммунистическая партия Советского Союза. Что значит партия внутри партии? Организационно она, конечно, русская партия никак не выделялась. Там не было отдельных членских билетов, там не было отдельных пометок в билетах КПСС, ничего такого. Но партия в первоначальном смысле это группа сторонников. Это группа людей, которые выступают все вместе за что-то одно. Вот здесь то же самое. Русская партия это группа единомышленников, которые выступали за то, чтобы русские руководили в наследнице Российской империи. Изначально это было направлено на то, чтобы вытеснить евреев. Прежде всего тех, у кого в графе соответствующая национальность, а потом тех, у кого национальность может быть другая, но вот лицом человек как-то так на еврея похож, фамилия у него какая-нибудь на сон, а даже может быть и на ов, но основа там какая-нибудь, то есть Михельсон также подозрителен, как Михельсонов, если вдруг такое будет. Вот таких людей пытались вытеснить из всех возможных органов власти, из всех возможных хлебных должностей, но если мы вытесняем всех, кроме русских, то значит мы вытесняем не только евреев.
И русская партия означала, что на должности в центре, в Москве, назначаются в основном русские. А украинцы куда? Ну хорошо, украинцы часто писались русскими. Ну, тот же самый Брежнев, самый известный пример. Еще раз повторяю, то он украинец, то он русский. Ладно, кто-то получал должности и с графой украинец, с пометкой украинец в графе. Белорус там то же самое, тот же Мазуров занимал немаленькие посты. Но как бы хотя бы восточные славяне. А что делать узбекам? А что делать киргизам, которые и лицом на русских никогда не будут похожи, и в графе у них совсем не то. И по-русски еще они говорят с акцентом, потому что действительно парни деятели часто были из глубинки, у них семья без высшего образования, они сами часто с образованием не блещут. То есть с русским языком у них было не всегда все хорошо. Вот как им пробиваться наверх? Русская партия их наверх не пускает. И это многих задевало, понятное дело, задевало представителей других республик. Значительной вехой в развитии этого процесса стала книга «Ас и я» Алджаса Сулейманова. В 1975 году книга предполагала, книга, строго говоря, научная вполне себе, она про тюркизмы в древнерусском языке. Вообще узкая такая филологическая книга, но этот намек прочитали очень четко. Прочитали как то, что русские на самом деле, они учились у таких вот тюркских, у восточных народов. То есть первенство на самом деле не за русскими. Соответственно, сейчас они не должны в Советском Союзе господствовать. Ну, никак. Значит, это 75-й год, повторяю. Значит, вот эти национальные партии уже проявились. Значит, сложились они гораздо раньше. Видимо, еще с начала застоя. Почему? Ну, во-первых, потому что, повторяю, со смерти Сталина, с середины 50-х годов, они стали формироваться организационно. То есть на должности назначали тех, кто проходил карьеру соответствующей республики. Во-вторых, потому что в застой была несменяемость власти. Брежнев сидел, пока не вынесли вперед ногами. То же самое все его политбюро, то есть, там не было такого формального ограничения его близкого круга именно членами политбюро. То есть его ближний круг сидел, пока Брежнев сидел, и потом устроили гонку на лафетах. То же самое на всех уровнях. Руководители республик сидели, были, конечно, редкие исключения, но чаще всего сидели бессменно, потому что подняться им некуда. Все должности выше заняты. То же самое ниже, так вплоть до директоров и даже до начальников отдела. Сидят пока могут, пока здоровье позволяет, потому что выше подниматься некуда. Должности все заняты. И поэтому возникла конкуренция, кто будет занимать эти должности, потому что понятно, если эта должность занята, значит она занята уже очень плотно. И поэтому вначале русская партия занимала своими людьми соответствующие должности, а потом из-за этого возникла реакция, в других республиках. Соответственно, в ответ на русскую партию появляются национальные партии в национальных республиках, и проявлением вот этой самой национальной партии становится книга «Ас и я». На самом деле, замечательно поняли всю эту угрозу и ответили и в культурном плане. В 1979 году выходит книга Лихачева «Поэтика древней русской литературы». Впервые такую достаточно узкофилологическую книгу читает, филологическую, литературоведческую, читает такое большое число людей. Из вот таких вот чтений и возникает миф о том, что СССР самая читающая страна в мире. Кроме того, продажи книг, но свои причины у того, почему так много книг продавалось. И все это показывает, что национальные интересы
национальные партии вот эти уже достаточно сильно укоренились. Все дело проявляется не только в книгах. Местные элиты КПСС в каждой республике по отдельности начинает вспоминать о национальных корнях, появляются соответствующие издания, появляются соответствующие празднования, появляются соответствующие работы. То есть всегда, постоянно появляется, всегда и постоянно, интересно сказал, но постепенно появляется то, что позволяет отличить эту республику от других республик. Появляется то, что называется национальный дух. С разрешения партийной элиты, при том, что вообще в основе Советского Союза интернационализм. Да, вообще считалось, что социалистическая идея нивелирует все различия, но получалось, что так не получалось. То, что все вот эти национальные партии имеют очень большую силу, проявилось уже в 1978 году. В 1977 приняли новую Конституцию Советского Союза, называемую Конституцию развитого социализма. Напоминаю, Брежнев объявил, что до коммунизма мы вначале построим развитой социализм. Таким образом, отложил намеченное Хрущевым строительство социализма с 80-го года на неопределенный срок. Ну, потому что было понятно, что к 80-му он в социализме, простите, коммунизма. Что к 80-му никакой коммунизм не построить. Будет тот же социализм, просто немножко улучшенный, поэтому разработали вот про развитой социализм. И вот в 1977 году приняли новую Конституцию Советского Союза, в 1978 Конституции союзных республик, в том числе Конституцию Грузии. И там 75-я статья о государственном языке. И вот этот государственный язык русский. В Грузии единственный государственный язык русский. Против этого, конечно, началось очень сильное возмущение. Против этого выступили огромные толпы. Значит, об этом я присылал 10-ю картинку. Об этом 10-ю картинку можно вывести. Там еще книжка была. Я тоже у нас картинка. Можно ее вывести. Да-да-да. А «Азия», ну, это обычная такая советская обложка. Можно, конечно. Это 7-я картинка, но не на 10-й, на 9-й. Видно, какие толпы собрались в Тбилиси. То есть, ну, понятное дело, да, что вопрос о национальном языке, кому, как не украинцам, важность этого вопроса объяснять. И важно даже не то, что люди вышли огромной толпой, хотя это тоже необычно для Советского Союза. Это тоже, были на самом деле массовые беспорядки в Советском Союзе до этого, из-за резких повышений цен на мясо, молоко. Было дело. Но здесь важно то, что местные силы правопорядка бездействовали. То есть милиция, зависящая от местных партийных элит, не разгоняла вот эти вот все протесты. Во многом поэтому они и возникли, потому что не было всяких нравоучительных бесед в парт-ячейках на местах. То есть партия как бы была не против. Не то чтобы она это все активно поддерживала, но она как бы была не против. То есть можно. Да, возникло ощущение, что можно. И союзный центр оказался в полной растерянности. То есть что делать в этой связи? В Грузию войска вводить? Но как бы не Чехословакия немножко. Можно было, наверное, вводить и войска, но Брежнев очень не любил конфликтов внутри партии. Он, по некоторым слухам, даже колхозы хотел отменять, понимая их полную неэффективность, но отказался от этой идеи именно для того, чтобы не было конфликтов в партии. Соответственно, здесь тоже пошли на уступки, ввели грузинский как еще один государственный. Все, вроде бы протестующие добились требований своих. В Советском Союзе
Советская власть начала с того, что пулеметом разогнала демонстрацию в пользу учредительного собрания. Советская власть, которая расстреливала любые протесты против себя, пошла на уступки протестующим. В каком лесу кто сдох, можно было только предполагать. А почему? Потому что это на самом деле партия против партии. Это не партия против народа. Это одна часть партии против другой. Местные силы КПСС в Грузии против сил КПСС в Москве. При том, что, да, никого за демонстрацию не наказали, ничего. При том, что такие же демонстрации пошли и в автономиях внутри Грузии, и в Абхазии, и в Осетии, и там тоже были свои уступки. То есть вот эта сцена, которая готова к развязке. Развязка наступила в перестройку. То есть вот эти вот местные элиты, есть вот эти вот местные партии в национальных республиках. Есть очень долгие несменяемые лидеры, и есть ощущение того, что в Советском Союзе ситуацию надо менять не только по национальному вопросу, к перестройке накопилось очень много экономических вопросов. То есть здесь я с самого начала не сделал оговорку, нужно разделять экономический крах Советского Союза и распад его в имперском плане. Экономический крах, политический крах, крах социализма как такового, он отдельно. Если будут комментарии соответствующие, то он заслуживает, я думаю, отдельного эфира. И напрямую с распадом Советского Союза он не связан. Но проблемы были уже и довольно-таки серьезные. Прежде всего, падение цен на нефть. Советский Союз к середине 80-х, начало перестройки, уже четко, как это говорится, сидел на нефтяной игле. То есть это еще не то, чтобы бензоколонка, которая притворяется страной, как сейчас метко выражается Липсиц, профессор экономики, но уже тенденция к этому была. Экономические проблемы были. И тут приходит новый руководитель, который начинает перестройку и ускорение. Он самый Горбачев. И он пытается бороться с геронтократией. То есть с тем, что на местах сидят совсем уже пожилые люди, сидят очень долго, иногда даже по 20 лет. И начинает он с Алматы в Казахстане. Значит, Динмухамед Кунаев сидит на своем посту с 64 года, то есть уже 22 года к 86-му. Его снимают с должности. Но борьба с геронтократией, это понятно. У него первый заместитель всего 46 лет ему. Вместо этого, казах, да? Вместо этого в Казахстан назначают Геннадия Колбина, русского, который никогда вообще в Казахстане не работал, который там местный пришлый варяг, что называется. Вот против этого идет возмущение в республике. И прежде всего вот этой самой партии в рядах КПСС. Это новый человек, его никто не знает, непонятно, какие перетряски в кадрах он сделает. Поэтому возникает возмущение не на партийных собраниях, а на улицах крупных городов. Алмата, Караганда, декабрь 86 года. Люди, как и тогда в Тбилиси, выходят на улицы, начинаются массовые демонстрации. Опять же, потому что партия не против. Первых демонстрантов полиция не останавливает. Никаких бесед партийных на местах нет. Люди понимают, что можно, а возмущение внутреннее тоже есть. Против них используют кого? Милиция бездействует. Против них используют дружинников. Дружинники – это очень часто рабочие заводов, то есть этнические русские. Что они используют? Что могут? Палки, подручную арматуру. Отсюда и возникает ощущение, что русские бьют казахов. И вот это ненависть. Извини, пожалуйста, не забудь мысль. Ты цепляешь микрофон, и шумы идут в эфир. Старайся не задевать микрофон. Прошу прощения. Сейчас нету шумов? Да, нормально. И у меня еще будет один вопрос. Ты закончи мысль, я потом спрошу кое-что. То есть
Там вот закончил мысль, то есть идет ощущение такое, что русские бьют казахов, и местные власти сделать с этим всем ничего не могут. На самом деле не хотят. Но такое впечатление, что не могут. Да, в чем вопрос? Просто интересно, вот сейчас часто люди, которые, ну, сейчас много споров по поводу Советского Союза в плане украинизации, ну, и других национальных тоже там песни, пляски. Помнишь, если помнишь, там 80-е, там, не знаю, 90-е, были там и книги, у нас было очень хорошее иностранное издательство на украинском языке, иностранная литература на украинском языке, у нас бесконечные были чубы и шаровары, и это всегда выносится, как вот смотрите, в Советском Союзе не подавлялось украинство. Так и получается, если исходить из твоих слов, то получается, что это просто местные национальные партии, ну, в лице, допустим, Щербицкого, да, продвигали вот эти национальные всякие разные вещи для того, чтобы, ну, как-то закрепиться в национальности, закрепиться в этой вот своей вот лакуне национальной. Да? Ну, получается, что да, Связано это между собой или нет? Естественно. В Беларуси тоже были такие свои издания, потому что, ну, а откуда бы они возникли иначе? В Советском Союзе не государственных денег, ну, где-то, говорят, были мафиозные деньги. В республиках вроде Украины и Беларуси очень немного. Откуда возникли бы деньги на издание всех вот этих вот вещей? Опять же. Тогда же не книги. У нас очень много было развито просто танцы, пляски, праздники, ленточки бесконечные, вот такие веночки. Это каждый праздник, обязательно национальные костюмы, вот такого рода всякие. Вот национальные проявления того, что не было раньше. Начали вдруг сильно развивать песни украинские. Их выводили, если ты помнишь, и на уже при позднем совке выводили их и на экраны там, вот эти, как это был, песня года или что-то в этом духе, там, Червона рута и прочее. То есть это связано как-то с вот этими национальными партиями, вот такая национальное развитие как бы культуры. Естественно, я начал про деньги, но дальше. Что происходит, если какой-нибудь ДК делает какой-нибудь не тот концерт? Да, если бы в каком-нибудь ДК начали бы играть Битлз. Сразу вызывается на ковер директора этого ДК, а то и какой-то чиновник посерьезнее, и они вот все по вертикали, вплоть до того, кто ставит этот концерт, делают нагоняй. Поэтому если бы нужно было не вспоминать о национальности, соответственно, про нее бы не вспоминали. Это было бы на каких-то подпольных концертах. Да? Но ты думаешь, это Были, местные власти концерты. или Москва разрешила? Ты думаешь, это местные или Москва? Вот что интересно. То есть мне интересно, это развитие запускали местные власти именно для того, чтобы поддержать, так сказать, свою национальную, этот круг, национальную партию? Или это Москва спустила сверху для развития, как бы для, наоборот, для успокоения, допустим, народа там или еще какие-то у них могли быть причины? Я понял вопрос, и мне кажется, что это все-таки местная инициатива, которую Москва разрешила. Да, потому что, например, всякие сибирские народы развивались, их культура развивалась гораздо меньше. Потому что там не было такой вот партийной автономии. Потому что там не было своей отдельной партии. То есть все вот это развитие, ну, вернее, делание вид, что развивается эта культура, серия мультиков «Гора самоцветов», вот все такое, это уже в постсоветский период. А в советский период развивались именно национальные черты тех мест, где была своя республиканская партийная элита, где была соответствующая степень партийной подчиненности, где был свой руководитель республики, свой Верховный Совет Республики и все такое. Нет этого Верховного Совета Республики. Местное развивается, ну так, отдельными местными энтузиастами, краеведами. То есть были вот эти песни, пляски украинские, были песняры белорусские. Где народные песни Урала в Советском Союзе? А вот сборник «Гора самоцветов» появился, но он появился уже после Советского Союза. А в советское Бажов, время там вот эти все вещи, Бажов, хозяйка Медной горы, вот эти всякие сказы. А там же не так, там не слишком развиты эти национальные, они и сейчас там не очень развиты на Урале. Я просто сама с Урала, чтобы вы понимали, у меня там родственники. Почему не развиты?
То есть источники одни и те же, да, этнография идет по деревням, все это собирается. Не развито потому, что нету соответствующих усилий по изучению и по популяризации. То есть не потому, что там народ какой-то хуже, а потому что нет соответствующей команды сверху, а инициатива снизу просто зарубалась на корню. Ну, так советская система построена. Поэтому, если бы была команда, была бы и своя уральская культура, там коми-пермяки, там много кто еще, то есть там народы еще посильнее отличающиеся от России, чем украинцы или русские. Но команды не было, не было Коми соответствующей немножко в инициативы. другом месте. Так, позор на мои потенциальные седины, согласен. Но и на Урале свои народы есть, и коми-пермяцкая развивается, ну, так себе. Меньше, чем Украина в Советском Союзе. Своих песняров в Сибири не было. Ни у каких сибирских народов. Так, еще уточнения нужны. Да нет, я хотела бы, вот зацепилась за твою фразу про экономику, которая была не важна, но это же мы решили позже рассматривать, и тогда и поговорим на эту тему. То есть, ну, это если зрители скажут, что нужен такой эфир, то можно сделать такой эфир. Но с немного не тот цикл. Да, экономика отдельно, и это говорит о падении социализма, падении плановой экономики, не затрагивая территории. То есть новый капиталистический строй вполне мог быть, ну, во всех республиках Советского Союза. Там еще прибалтийский вопрос. А так зачем для этого Советскому Союзу распадаться? Возвращаемся к Казахстану, конец 1986 года. В отличие от Брежнева, Горбачев уже пытался прогнуть страну под себя. Если он приказал, значит нужно делать, как он приказал. Поэтому в Алмату были введены силы для подавления всех вот этих вот демонстраций. Жалуемся мы в постсоветских республиках на ОМОН, соответствующие силы. Мы в Беларуси жалуемся гораздо больше, чем кто-либо. Но из-за что? Но это хотя бы силы, у которых есть спецсредства и у которых есть спецнавыки. Лучше бы эти навыки были другими, лучше бы эти навыки были более гуманными, но они есть. А тогда в Казахстан ввели войска. Войска приучены убивать, а не разгонять. Поэтому использовали они служебных собак, саперные лопатки. Саперные лопатки – это холодное оружие. В лучшем случае Внутренние служебных войска. собак. Внутренние войска. Ты уточни, что это Да. были внутренние войска. Это не армия была, это были внутренние войска. Я хочу сказать, что у них не было выучки для нелетальных, так скажем, действий. Но понятное дело, что они не убивали всех, кого видели специально, они там не поставили пулеметы по периметру, но у них не было таких навыков, как это разогнать и не убить. Поэтому они импровизировали на ходу, и получалось, ну, как-то так. Как-то как получалось. И это было воспринято не как сила центра, а наоборот как слабость. Это было воспринято как то, что в Советском Союзе все плохо, и лучше как-то так из Советского Союза сбежать. Лучше получить побольше власти на месте. Во-первых, потому что центр кажется слаб, а во-вторых, потому что пока не сняли, не заменили на какого-нибудь Колбина. Вот этот сигнал был очень четко считан на местах. То есть пока не заменили на кого-нибудь, кого прислали из Москвы, нужно закрепиться так, чтобы заменить уже не могли. Кроме того, начинаются территориальные споры. Конфликт в Нагорном Карабахе, он же Арцах, ну, можно зрителям показать 14-ю картинку, где, собственно, показано на карте, где это, что это, но я думаю, и так многие это все знают. То есть территория, которая и Азербайджан, и Армения считали своими. Сейчас не будем вдаваться в подробности, почему, чего, но
кто там прав, кто виноват и почему возник вообще этот конфликт, но он возник еще в начале 20 века. Возник и тлел внутри, однако до 1987 года не проявлялся. То есть это были две советские республики, которые дружили, там праздники вместе и все такое. Соответственно, азербайджанцы ехали в Армению, армяне в Азербайджан. С 1987 года начинаются этнические конфликты, они начинаются даже не на границе, а внутри страны, то есть азербайджанцев в Армении, армян в Азербайджане, начинают элементарно бить, убивать. Как это могло быть сделано без ведома местных властей? Ну, учитывая, что все руководители оставались на местах, учитывая, что руководители не сидели в осаде в своих зданиях, бюро, там, политбюро и всего такого, то, что они не сидели в осаде в своих зданиях республиканских советов, означало, что они, ну, по крайней мере, не до конца потеряли ситуацию, контроль над ситуацией и как минимум не противодействовали всему вот этому. А народ, понятно, если есть безнаказанность, значит можно выплеснуть то, что долго копилось, долго накипело. То же самое началось в Грузии, Абхазия, Южная Осетия. Все вот это начало бурлить и отделяться от Грузии. Тут во многом, конечно, играло роль еще московское влияние, потому что если грузинская партия начинает требовать независимости, то вот ей такой, ну, не то чтобы поводок, но немножко стоп-сигнал. То есть, если вы будете требовать независимости от нас, то вот у вас есть кому потребовать независимости от вас. В Батуми тоже начались свои беспорядки, там, в Аджарии свои дела, это практически оказалась независимая республика. Всюду все эти беспорядки разгонялись войсками. В Баку в 90-м году в результате ввода советских войск погибло около 130 человек. Это только по официальным данным. Мощности, чтобы подавить выступления, у Советского Союза, ну, скорее всего, все-таки были. Хотя бы потому, что эти выступления были разрозненными, хотя бы потому, что они все-таки не все в одно время. Уж точно не в один день, а то и в разные годы. Силы можно перебрасывать между разными точками Советского Союза. На самолетах, благо уже авиация развита, это уже конец 80-х. То есть как-то справиться с этой ситуацией, ну, по крайней мере, можно попробовать. Хотя, скажем, Чаушеску со своей так и не справился. Тут, конечно, большой вопрос, насколько можно подавить народные выступления, но я хочу обратить внимание несколько на другое. Справиться с ситуацией уже можно было, либо отступив, как это сделал Брежнев, а здесь нужны были гораздо большие уступки, Горбачев этого не хотел, либо проливая кровь. А Горбачев к концу 80-х уже жил во многом на западные кредиты. Это лекция из моего курса для школьников, и, конечно, она вписана в общий курс. Сейчас приходится кратко говорить то, что я обычно объясняю школьникам, да и взрослым часто, на предыдущих лекциях. То есть во второй половине 80-х Советский Союз уже жил во многом за счет западных кредитов. Горбачев уже очень много делал, чтобы получить эти западные кредиты, и именно ради этого. Да, говорят, почему ввели гласность, почему стали ругать Сталина, почему стали еще что-то делать, потому что Горбачеву очень нужно было понравиться Западу, очень нужно было понравиться своим кредиторам. И характерная черта, вот почему это не его убеждение, почему ему так нужно было экономически, это события вокруг площади Тяньаньмэнь в Китае. Во многом выступление студентов было приурочено к визиту Горбачева туда, и они к нему напрямую призывали как-то вмешаться в ситуацию. Но Горбачев на это смотрит и понимает, что если поддержать протестующих, то Китай обидится, выгодного торгового договора не будет. Нет, так нельзя. Поддержать Китай, сказать, что вы тут все бунтовщики, так это Запад обидится, кредиты не дадут. Нет, так нельзя. В итоге он так ничего и не сказал об этих событиях на Тяньаньмэнь.
На прямой вопрос журналистов, и не один вопрос, уходил от ответа, причем не всегда умело, но в итоге смог проскочить между струй. С Китаем договор заключил, площадь Тяньаньмэнь всех демонстрантов раздавили танками. Горбачев как бы косвенно к этому причастен, тем не менее он получил Нобелевскую премию мира. И здесь он действовал, в общем-то, так же. Внутри Союза у него была та же дилемма. То есть, если дать волю, если пойти на уступки вот этим местным элитам, то уже сейчас, может быть, лучше было вначале не настаивать на Колбине, но уже сейчас поздно. Сейчас они уже потребуют гораздо больше, чем при Брежневе. А изгонять. 130 человек на одной демонстрации погибших. Это как выглядит с точки зрения Запада. Поэтому он сделал интересно. Он давал приказ прекратить беспорядки, а потом, когда начинались возмущения, а он же ради кредитов, ради уступок Запада, он же гласность ввел, то есть уже журналисты задавали острые вопросы. А почему? А было по-другому? А стоило ли применять такие средства? А вообще стоило ли разгонять эту демонстрацию? Когда шли странные интересные вопросы, он это все скидывал на перегибы на местах. То есть вот это генералы перестарались, я ничего такого не приказывал. А генералы тоже не хотят быть козлами отпущения. Поэтому силы безопасности перестали делать что-либо без прямого приказа. А приказа прямого не было. А приказы были расплывчатые. Поэтому вот этот вот спецназ в Литве, который стоял и непонятно, собственно, что делал на ступеньках, группа Альфа, которая там стояла. Вот это все вот это очень характерные черты того, что непосредственные руководители, генералы, ничего не приказывают, чтобы не оказаться крайними. То есть они бойцов туда ввели, а что им там делать? А пусть Горбачев передаст приказ, мы этот приказ распространим, мы этот приказ передадим. А Горбачев приказа конкретного не передает. Ну и генералы тоже не хотят оставаться крайними. Это тоже очень значительный фактор. При этом, ну, конечно, имеет значение то, что накипело, что называется, у народа. Это был, ну, это копилось давно, особенно в Прибалтике. Очень характерный плакат, вот, 18-я картинка. Если сейчас можно ее вывести на экран. 19-я, что-то у меня смещение одно. 19-я, да, картинка. Если выведут, посмотрите, как на плакате написано СССР. Очень характерная буква «С». Знаменитый Балтийский путь, да, то есть намек на СС здесь читается просто вот практически с закрытыми глазами. На 50 лет пакта Молотова-Риббентропа знаменитый Балтийский путь, когда единая цепь людей взялась за руки и прошла через все 3 республики Балтии. Все это показывает очень большой народный энтузиазм. То есть я, конечно, подчеркну роль местных партийных элит, но дело было, конечно, не только в нем. Без этих инициатив местных элит ничего бы не получилось, но и без энтузиазма на местах тоже ничего бы, собственно, не было. Потому что сколько было всяких движений в Советском Союзе, которые умерли вместе с Советским Союзом, а то и гораздо раньше, национальное движение такая судьба не постигла. А можно у меня вопрос по Горбачеву? Миш, Естественно. вопрос. Естественно. Да. Угу. Смотри, вот ты говоришь, что Горбачеву нужно было признание Запада, потому что он получал кредиты. Но Горбачев пришел к власти в 1984 году, и его знаменитые апрельские тезисы тоже были 1984 года. И они касались партии, то есть роли партии, критика, там бла-бла-бла, ну что-то вроде 20-го съезда, только по поводу не Сталина, а партии. Откуда это взялось? Почему Горбачев вообще затеял всю возню, будем так говорить? Он же мог бы спокойно прийти. Ты говоришь, экономика не важна, там, то не важно. Там. Но что-то же другое было. Да, национальные элиты. Но то, что он сделал по поводу партии, не привело к улучшению к усилению его власти.
А ведь он зачем-то начал развенчивать партию. Я так смутно, но помню эти апрельские тезисы, как он там критиковал партии на местах, и это рассматривалось в каждом коллективе, эти апрельские тезисы учились в школе и в институте. Зачем? Очень характерное название «Апрельские тезисы» – это же намек на Ленина. Да, то есть было движение, которое внутри партии, которое хотело вернуть ленинские идеалы. Перестройку и ускорение он объявил сразу. И это было как раз перестройка социалистического строительства с возвращением к ленинским идеалам и ускорение вот этого социалистического строительства. У него свои идеи были. Я ж не утверждаю, что он все делал исключительно по необходимости. У него свои идеи были. Но он во многом человек из команды Андропова. Андропов очень сильно пытался перетряхнуть партию. У него времени на это было мало, но еще как руководитель КГБ он начинал серьезные антикоррупционные дела. Был расстрелян директор Елисеевского. Было начато хлопковое дело, которое выстрелило уже после смерти Андропова, но основной материал собран еще при нем. То есть вот эта вот критика партии на местах, это продолжение вот такой линии, когда нужно менять социалистическое строительство. И да, в том числе бороться с местными партиями. Он видел пагубность этого явления, он пытался с ними бороться. Поэтому он не случайно назначил Колбина. Но, отвечая на вопрос с двух сторон. Во-первых, местные партии оказались уже слишком сильны, чтобы с ними бороться в таких условиях. И результатом стал тот самый парад суверенитетов, о котором мы сейчас поговорим. А с другой стороны, любые, не любые, но очень многие проекты по реформам прекратились в 1986 году. Апрельские тезисы, когда он только пришел к власти. А в 1986 году, ладно бы там, что там Чернобыль, на который огромное количество денег потратили на ликвидацию, но это все-таки разовые выплаты. А там резкое падение цен на нефть. Оно и до этого падало, но в 1986-м просто обвал. Если я правильно помню, до $12 за баррель. Но это те доллары, это не нынешние доллары, но тем не менее, это очень низкая цена. Ну, это следствие доходы... Афганистана, а потом того, что сбили самолет еще. Помнишь, в 84 каком его сбили? Южнокорейский. Ну, мировые цены на нефть определяются не политикой Советского Союза, а это мировые цены. Они для Саудовской Аравии были точно такие же, как и для Советского Союза. Дело не в этом. Америка руководила этим следствие... процессом, потому что хотела наказать, ну, во всяком случае, такая версия главенствует, что Америка руководила этим процессом для того, чтобы уронить экономику Советского Союза, что у нее в сущности-то и получилось. Если бы Америка руководила этим процессом, если бы она могла влиять глобально на цены на нефть, да, тут Трамп, конечно, заявляет, что сейчас мы сделаем цены на нефть по $40, и Путин падет. Если бы Америка могла определять цены на нефть, не было бы кризиса 70-х годов. В 70-е годы американская экономика сильно страдала от высоких цен на нефть. Тем не менее. Другое дело, что процесс падения цен на нефть был объективен. Америка его понимала. И этот процесс она, скажем, присовокупила к нему действия против Советского Союза. Вряд ли она роняла нефтяные цены. Каким образом это можно сделать экономически? И если это можно было каким-то образом сделать в 80-е, почему этого не сделали в 70-е? Но, видя падение цен на нефть и прогнозируя еще большее падение, Америка спровоцировала конфронтацию с Советским Союзом. Когда Америка ввела войска во Вьетнам, в общем-то продолжалась разрядка. Когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, санкции посыпались как из рога изобилия. Почему? Потому что Америка менее терпимая, чем Советский Союз? Нет, потому что в 70-е годы разрядка была нужна обеим сторонам. А в 80-е годы Америке выгодно было вовлечь Советский Союз в новую гонку вооружений, ослабить его санкциями и завлечь в новую гонку вооружений. Да я обычно объясняю, опять же, на другом уроке, но там и та же система стратегической обороны, так называемая система «Звездных войн». Колоссальная по затратам система развертывания спутников и наземных зеркал, но Советский Союз должен был отвечать.
Бомбардировщик, стоящий $1 миллиард за штуку. Для того, чтобы взламывать советское ПВО. Да, ответ Советского Союза мог быть и дешевле, но он должен был быть. Америка на волне неоконсервативной революции могла себе такие траты позволить. А вот Советский Союз уже не очень. Америка, это понимая, усиливала конфронтацию. Поэтому да, на войне как на войне. Холодная война шла. И Америка Советский Союз целенаправленно экономически ослабляла. Это было. Но то, что она спровоцировала падение цен на нефть, извините, это напоминает уже рассказы о правительстве рептилоидов, которые все цены Миш, ну выравнивают. никогда не бывает какой-то одной причины. Безусловно, ну невозможно одной причиной объяснить и падение цен на нефть, и вообще самые разные вещи в мире. Всегда мы сейчас тоже видим, что разнонаправленные процессы, кто-то ими управляет, кто-то в них плывет, кто-то там керует, и они к чему-то выводят. Понятно, что это не рептилоиды, которые дали команду и понеслось. Нет. Но тем не менее, толчок же был дан, и этими ценами воспользовались, ну и так далее. То есть, все-таки, это нужно быть экономистом, чтобы объяснять, почему так можно сделать или почему так нельзя сделать. Но у меня главный аргумент. Если можно регулировать цены на нефть, почему этого не было сделано в 70-е годы, когда вся капиталистическая экономика от этого страдала? Если можно регулировать цены на нефть, почему в 73 году в войну судного дня все отказывали, все практически европейские страны, отказали Израилю в том, чтобы, и американцам, в том, чтобы американские самолеты хотя бы дозаправлялись на их аэродромах. Бог с ним там что-то еще, дозаправлялись и летели в Израиль. Если бы не Португалия, то непонятно, была бы оказана Израилю помощь или нет. Просто это было бы логистически невозможно. Реальная причина в том, что боялись реакции арабских стран, боялись, соответственно, повышения цен на нефть. Если бы США могли на эти цены влиять, они бы просто заверили своих союзников, что нет, никакого повышения не будет. А оно было в реальности. Так. Я думаю, что это тема отдельного эфира, это нужно рассматривать сугубо политически, то есть вот картина же меняется. В 70-е была одна картина союзников, в 80-е другая, поэтому это нужно просто рассматривать пошагово, как это все происходило и почему. И я думаю, что мы двумя словами это не скажешь. Но это интересная тема, кстати, ее интересно было бы рассмотреть. Двумя словами это не скажешь. И здесь, конечно, нужно больше экономической компетенции на самом деле, чем у меня. Потому что я как-то пытался понять, мне это все объясняли, почему там, скажем, в 80-е годы в Японии был расцвет экономики, а потом начался кризис, из которого они не выходят до сих пор. Я не перескажу то, что там было рассказано, честно говоря. Но возвращаемся к политическим событиям, в которых я разбираюсь. Политическим и социально-экономическим. Итак, значит, вот эта слабость центра федерального, нам осталось буквально 10 минут, я думаю, мы все-таки закончим сейчас быстренько. Вот эта слабость союзного, вернее, не федерального, союзного центра и одновременно угроза того, что центр быстренько заменит региональных руководителей, привела к параду суверенитетов с 88 по 91 год. Республики одна за другим принимали декларации о суверенитете, то есть соответствующие документы, по которым союзные законы оказывались важнее, союзные, имеется в виду республиканские, извините, законы в республике важнее общесоюзных законов. Вот это государственный суверенитет. То есть формально-то из союза они еще не выходили, но союзная власть там ослабевала очень сильно. Видя это, Горбачев понял, что у него вообще кресло забирают. Он сидит в кресле прочно, но это кресло скоро повиснет в пустоте. Проблема в том, что еще и
В центральном аппарате у него появились соперники, это и Лигачев, и Ельцин. И если от Лигачева удалось, опять же, немножко другая тема, больше история России уже, чем всего Советского Союза. Если от Лигачева удалось избавиться просто, то с Ельцином все сложнее. Маневром Горбачева был союзный референдум 17 марта 1991 года. Референдум о сохранении Советского Союза. Ну, во-первых, очень витиевато был сформулирован вопрос. То есть непонятно было, как отвечать, чтобы выразить свою мысль. Ну а самое главное, методы подсчета. Да, то есть нормальных наблюдателей как таковых там не было. Даже не говоря уже о воинских частях, даже на обычных избирательных участках. Поэтому, значит, это картинка номер 24, если я не ошибаюсь, 25. 5 смещений на 1. Да, 25. Посмотрите результаты выборов. В частности, так, украинская, да, украинская СССР, 70% за сохранение Советского Союза. В конце этого года проводится референдум, подавляющее большинство уже за независимость Украины. Что произошло? За один год большая часть украинцев поменяла свое мнение? Да вот как-то мне не кажется так. Я, конечно, в то время был еще маленьким мальчиком и жил в Беларуси, но все-таки дело в подсчете голосов в референдуме 91 года, 17 марта. Тем не менее, как бы народ сказал свое слово, ну якобы. И это слово было за сохранение Советского Союза, но с новым союзным договором, что и было заложено в договор. Переговоры об этом новом договоре начались в резиденции Новоогарева, так называемый Новоогаревский процесс. Он тоже был интересный, там закладывалась будущая чеченская война, будущие события в Татарстане. Но да бог с ними, это уже после распада Советского Союза. С одной стороны, шли переговоры о новом союзном договоре, с другой стороны, распространилось двоевластие. Дело в том, что референдум мартовский в РСФСР предлагал два вопроса. Во-первых, о сохранении Союза, во-вторых, о введении поста президента России. Ну, тогда это немножко другое название. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Ну, президент там появился. И это был Ельцин. То есть в Москве, в одном городе, два президента, два правительства. Всего два. Даже КГБ два. Отдельно общесоветское, отдельно российское. Соответственно, руководство КГБ тоже и одного, и второго в одной и той же Москве. Вот это и можно сказать двоевластие. Официально термин двоевластие относится к 1917 году, но в 1991 году он, в общем-то, тоже был. То есть Ельцин соперничал с Горбачевым напрямую. Тут надо сказать, что Ельцин не сразу так резко ринулся в бой. Долгое время он был в тени Сахарова, в частности. Но когда Сахаров умер, вот если бы Сахаров дожил до распада Советского Союза, еще непонятно, по какому пути пошла бы Москва. Но Сахаров не дожил. И после этого Ельцин, поняв, что он лидер антигорбачевской московской оппозиции, он сжег все мосты. Вот именно тогда. К марту стало понятно, что новый союзный договор подписывается. Много чего менялось. Даже название государства должно было измениться. Новое государство должно было называться Союз суверенных государств. То есть вместо СССР ССГ было бы. Но то, что важно для нашей темы сегодня, вот это вот имперское пространство, оно сохранялось. Вот это пространство еще Российской империи, территория имперская во главе теперь с Москвой, ну, не как Российская империя с Петербургом, но с Москвой, как и весь советский период, оно должно было остаться. Однако, хотя уже достаточно большой автономии республик, однако предусматривалось очень серьезное
смена социально-экономического вектора развития. И вот это не устраивало ортодоксов, партийную элиту. Несчастное, надо сказать, поколение, побитое войной, а потом недопущенное к власти, потому что это следующее поколение после Брежнева, и они весь застой были на вторых ролях. Вообще говоря, вот эту всю перестройку и распад Советского Союза часто называют революцией вторых секретарей, потому что именно они пришли к власти, но приходили к власти более молодые вторые секретари. А вот эти вот, почти ровесники, ну, чуть-чуть младше ушедшей брежневской команды, уже глубокие старики, вот они оказались и тогда им как бы рано руководить, сейчас им как бы поздно руководить. Вот они ввели чрезвычайное положение, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению, и этот самый КЧП вечером 18 августа объявил о том, что взял власть в свои руки. Они сразу стали это бурно отмечать. Отмечали настолько бурно, что один из членов ГКЧП потом все оставшиеся дни самых важных событий лечился от алкогольного отравления. Из больницы так и не вышел. Но это так, это мелкая черта. Горбачев в это время был заблокирован в своей резиденции. И действительно заблокирован, то есть кроме того, что ему отключили телефоны, стояла охрана на взлетной полосе, чтобы он ни в коем случае не взлетел, но не воспользовался самолетом, но, собственно говоря, он не был лишен полностью свободы передвижения. Что в это время можно было бы сделать? Ну, наверное, действовать как-то активнее. Сейчас об этом поговорим, в какое время сделать. Ельцин не подчинился решениям ГКЧП. Началась оборона Белого дома. Оборона на самом деле не только народная. Да, туда стекались огромные толпы людей. Да, у людей была огромная решимость. Люди были готовы голыми руками противостоять войскам. И действительно, женщин уговорили уйти с этой демонстрации, потому что вот-вот должно было начаться кровопролитие, как казалось. Но на самом деле за Ельцина были не только народные массы, но начнем с того, что да, в Москву ввели танки, несколько танков сразу перешло на сторону защитников Белого дома, около 10. Остальные, если не переходили на эту сторону, то насколько они готовы были действительно стрелять, да, в общем, и нечем было по-хорошему стрелять. А насколько они были готовы, это достаточно большой вопрос. Напоминаю, что было два разных КГБ. Союзное и российское. И союзное, ну не то чтобы активно, но вроде бы поддержало ГКЧП, а вот российское было за Ельцина. Это серьезно. Поэтому, да, народные массы сыграли очень важную роль. И то, что решимость людей, причем не только в Москве, видна была решимость людей защищать новые реформы, защищать Ельцина и все такое, это было важно, но не одними руками демонстрантов, собственно, все это делалось. Поэтому путчисты ничего не могли предпринять. Они кажутся очень нерешительными, но когда Альфа отказывается выполнять приказы, когда генералы с очень большим сомнением докладывают, приказ получен, можно ли его выполнить, подчинятся ли войска, подчинятся ли непосредственно исполнители, то тут, собственно, возникает сомнение. Знаменитый эпизод гибели 3 защитников Белого дома. Значит, если бы войска тогда проявили решимость, погибших было бы не 3, погибших было бы гораздо больше. Демонстранты проявили решимость полную, и дело было уже на грани того, что эти боевые машины начнут сжечь вместе с экипажами. В условиях, тесных условиях города это было вполне возможно. Поэтому в 9:00 на совещании 21 августа
На совещании ГКЧП было принято решение помириться с Горбачевым, отправить к нему туда посланцев. Ну, дальше, как их принимали, как их не принимали, это все уже. Детали ГКЧП на этом закончилось, практически не начавшись. Но здесь интересно другое. Относительно незадолго до этого, ну как относительно, в начале 80-х, в Испании был похожий эпизод. Там шла демократизация, там заканчивалась фашистская диктатура, демократизация шла во главе с молодым королем. Фашистам это не нравилось, и они устроили государственный переворот с надеждой восстановить фашистский режим. Стоял он из двух частей. В начале небольшая группа войск захватила здание парламента и должна была быть поддержана войсками на юге, которые маршем такой большой колонны должны были двинуться на столицу. Все это было рассчитано на то, что король либо поддержит путчистов, либо хотя бы промолчит. Король этого не сделал, ни того, ни другого. Король сразу же выступил по всем СМИ возможным, по радио, по телевидению, и как верховный главнокомандующий приказал нейтрализовать тех путчистов, которые захватили здание парламента, соответственно, приказал основным войскам их не поддерживать. На этом все было фактически закончено. Противостояние здания парламента еще было несколько дней, потому что те путчисты, которые его захватили, они уже себя замазали, но шансов на что-то другое, на какой-то другой исход у путчистов уже не было. Потому что все-таки армия понимает силу приказа. Горбачев верховный главнокомандующий. Хорошо, у него не было доступа к взлетной полосе. Он мог доехать до ближайшей военной части, между военными связь есть, дальше, чтобы его вывели на какой-нибудь главный штаб и отдать приказ всем противодействовать ГКЧП. Он этого не сделал. Он ждал, что будет, кто победит. Потому что если победят сторонники реформ, то он же автор реформ. А если победит ГКЧП, если победят ортодоксы, то он же генеральный секретарь коммунистической партии. Без него тоже не обойдутся. Поэтому вначале все ликовали и прославляли Горбачева, но очень быстро, вот очень характерная 31-я картинка, то есть чей портрет, 33-я, да, 33-я, чей портрет держит вот этот ликующий протестующий, это Горбачев. Но очень быстро стало понятно, что лидер-то борьбы Ельцин. И это дало политические очки Ельцину, а Ельцина не устраивал союзный договор, который был составлен в Новоогареве. Потому что Ельцин там оставался одним из президентов суверенных государств, не руководителем большой страны. И это не последняя ошибка. Горбачев в преддверии подписания союзного договора распустил законодательную общесоюзную власть, вот съезд народных депутатов. Потому что по новому союзному договору, но это фактически конституция, должна была собраться своя законодательная власть. Законодательной власти не было, исполнительная была. Используя свои очки популярности, используя вообще те бонусы, которые Ельцин получил в результате августовских событий, 8 декабря 3 руководителя республики, соответственно, России, Украины, Беларуси, собрались в Беловежской пуще в охотничьей резиденции и подписали там соглашение о ликвидации союзного договора о создании Союза независимых государств, СНГ. В чем символичность? В том, что, собственно, Советский Союз был создан союзом этих трех республик, плюс еще Закавказская советская Федеративная социалистическая республика, которой на тот момент уже давным-давно не было. Она была разделена на несколько кавказских республик, собственно. Значит, кто создал, тот и ликвидировал. Вывод. Да, здесь можно показать последнюю картинку. Я понимаю, что это не историческая фотография, но очень символично. Значит, экономический крах социализма – это отдельно. Он, конечно, повлиял на распад Советского Союза, но капитализм и демократия могли теоретически появиться вот в этом имперском пространстве. С одной стороны.
Однако, территория не сохранилась, потому что был целый ряд таких вот обстоятельств. Создание национальных партий, укрепление этих национальных партий при Брежневе, потом очень грубая попытка Горбачева их уничтожить сразу в лоб, просто взять и заменить руководителей вместо постепенного ослабления. Это в сочетании с экономической слабостью Москвы. То есть целый ряд вот таких вот ошибок привел к кризису в 1991 году. Но мне кажется, что даже еще в 1991 году можно было подписать договор, созданный в Новоогареве, и вот это вот территориальное единство, вот эту вот империю во главе с Кремлем, все-таки сохранить. Мне кажется, что то, что не сохранили, это хорошо. Несмотря на то, что вот да, по моим словам, может показаться по-другому. Да, я говорю, что можно было сохранить. Это не значит, что я хотел бы такого сохранения. Я говорю о том, что распад не был неизбежен, но, можно сказать, до самого конца. Однако, хорошо это или плохо, что Советский Союз распался, это давайте сделаем холивар в комментариях. Обычно вызывает очень бурные споры. Я не могу попасть в чат, у нас сегодня техническая такая проблемка, я не могу читать чат, поэтому я пыталась, но у меня звук не отключается в Ютубе, в телефоне, и я не могу туда войти. Я знаю, что предложу, вернее, что спрошу, может быть, предложу. Смотри, Горбачев опытный аппаратчик, то есть суперопытный аппаратчик, молодой, активный и как бы не бесталанный, не глупый человек. Но у него он почему-то пришел к такому итогу. То есть он как бы был зажат с двух сторон между своей номенклатурой, партийными вот этими своими всякими интригами и Западом. Так вот, интересно было бы с этой точки зрения рассмотреть, почему так произошло, вот почему Горбачев поступил именно так, как поступил, почему он оказался в таком глухом углу. Ну, это же какие-то объективные этому причины. Он же не дурачок, он никаких ошибок таких особых не совершал. Он шел в том потоке, в котором мог. Значит, касательно конкретно сегодняшней темы, да, касательно конкретно распада Советского Союза. Да, он не глупый аппаратчик, но он действовал в рамках тех правил, которые сформировались до него. И генеральный секретарь, начиная со Сталина, был человеком всесильным. Он казался всесильным. То есть сделал новое назначение, все послушались. Брежнев так в свое время разгромил так называемую группу комсомольцев. То есть группа его конкурентов во главе с Шлепиным, это бывший первый секретарь ВЛКСМ, поэтому они и комсомольцы. Он просто взял и одним ударом подназначал их на новые должности. Кого отправил послом, кого отправил подальше от Москвы руководить в союзные республики. Все вот это вот все одним махом. Он это слушались. И это не единственный пример. Когда арестовывали Берию, то даже была разработана целая практически войсковая операция по противодействию войскам Министерства внутренних дел, то есть подчиненным Берии. Никто, извините за выражение, не рыпнулся. То есть, и это только такие самые важные. Очень долгая история Советского Союза приучила Горбачева к тому, что вот такие вот бюрократические решения, тем более решения генерального секретаря, исполняются так, как это написано. Он, видимо, не предполагал такой реакции в Казахстане, а после такой реакции в Казахстане местные партии увидели, что с одной стороны он их сейчас будет менять, что их положение шаткое, тем более, что хлопковое дело разворачивалось, то есть это могут быть не только аппаратные решения, но и антикоррупционная борьба. А с другой стороны, они увидели, что этому можно противодействовать, что Москва не всесильна. То есть вот это вот главная ошибка по его политике по отношению к местным партиям. Но мог ли он ее не допустить? Опытный аппаратчик не значит безгрешный. Конечно, но мне кажется, что это просто время уже такое пришло. То есть это все в этом ключе все двигалось уже и экономически, и политически, и холодная война, и прочее, 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 и привела его в этот угол. То есть это все было закономерно. Нет, я
согласен, что было очень много обстоятельств, которые ему мешали. Если бы не укрепление этих национальных партий при Брежневе, то вообще проблемы бы не было. Снял руководителей и там, снял, переставил. Если бы не экономические проблемы, если бы не необходимость получать кредиты от Запада, да, то можно было бы это все разогнать. Если бы не вот эта работа по укреплению национальных идей в 70-е годы, которые предпринимали местные элиты, можно было бы что-то сделать. Можно было бы сделать много чего. То есть здесь было много факторов, которые ему мешали, которые грузами на нем висели. Но при неблагоприятных обстоятельствах, ну тут уже пошло сослагательное наклонение, можно ли было сделать что-то по-другому. Вот в чем мой тезис. Были объективные обстоятельства, их было много, но с другой стороны, к распаду Советского Союза привели как они, так и вполне себе субъективные ошибки, вплоть до поведения в августе. Да, если бы на танке возле Белого дома стоял не Ельцин, а Горбачев, если бы он туда добрался на машинах, или если бы Ельцин стоял на танке возле Белого дома, а Горбачев вместо Лебединого озера был бы там, ну не в телевизоре, телевизор со Останкиным идет, если бы он в газетах призывал сопротивляться ГКЧП и стал бы народным героем вместе с Ельциным, то непонятно, как бы оно было в декабре. Опять же, он распустил законодательный орган, Совет народных депутатов, о чем я забыл сказать. Когда приняли решение в Беловежской пуще, это решение исполнительной власти. Законодательная власть решение ратифицировала, но это была союзная законодательная, ну, республиканская. То есть в союзных республиках законодательная власть ратифицировала это решение, местные советы. А общесоюзного совета, который мог бы это решение заблокировать, просто не было. Вот его незадолго до этого распустили. А если бы был? А непонятно. Может да, может нет. У нас уже время поджимает, Миш, потому что у нас следующий эфир будет. И я предлагаю эти все вопросы. У нас с тобой следующий эфир запланирован на 20 сентября, это, по-моему, среда, по поводу возможности распада РФ. Ну, понятно, что это эфиры взаимосвязанные. Поэтому я предлагаю перенести такие вот тонкие вопросы, включая экономику. Я еще там посмотрю, может, что-то интересное на эту тему, и попробовать обсудить вот с того места, где мы остановились, и пойти дальше на следующем эфире. Вполне. Следующий эфир тоже интересный, поэтому призываю всех зрителей этому эфиру поставить лайк и не переключаться. Да, и, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь. И подписывайтесь на 2 каналах. Не забывайте еще про мой каналчик. Вот. И, пожалуйста, пишите вопросы в Телеграме, в моем, в медиа, пишите вопросы на следующий эфир, потому что вот так вот у нас сегодня получилось с чатом. А можно было бы поотвечать, если бы вы заранее накидали нам вопросов. И мы заранее к ним подготовимся, к этим вопросам. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Спасибо всем зрителям, спасибо Михаилу, спасибо мне. Обняла. И Да. несите Спасибо вам за то, что вели. Да, до свидания.